Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Руслан Бортник прямо сейчас на связи. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Руслан, ну прям какие-то откровения пошли. Ермак дал интервью Wall Street Journal, в который раз заявив, что никаких переговоров с россиянами не будет, пока никто не выведет, собственно, войска с территории Украины. Ну и как бы вспоминает Минск 2015 года, второй Минск. Вместе с этим мы видим, что и Путин чуть ранее тоже начал вспоминать, какой был Стамбульский парафированный договор. Если в целом это свидетельствует о подготовке каких-то новых переговоров, или здесь просто как бы закрывают вопросы, которые как бы поднимались раньше, для того, чтобы еще выше поднять уровень эскалации? Это свидетельствует то, что тема переговоров за кулисами мировой политики, неформальных диалогах, в диалогах не для публики широкой, она остается ключевой. Ключевой. Потому что все видят, что военное развитие, оно неясное, туман войны покрывает поля битв, военного решения в ближайшее время рассчитывать на чисто военное решение, то есть на финальное поражение сторон не приходится, поэтому за кулисами бурлит мир. Вариантов масса. Вот мы даже сейчас, сегодня анализировали, пытались анализировать какие-то мирные планы, насчитали их около 12 этих мирных планов, которые уже обнародованы. Еще больше моделей находится за кулисами. Есть риск того, что, кстати, на прошлой неделе я сказал, что Россия, скорее всего, опубликует стамбульский документ. Так и случилось, им помахали, Лани говорил Шевчук. И вероятность есть того, что появится скоро европейский мирный план, французский, если будет быть более точнее, в публичной плоскости появится. И если он появится в публичной плоскости и будет хотя бы на запятую отличаться от украинского мирного плана, нам станет сложнее. Сложнее отстаивать ту модель, ту позицию, о которой говорит сегодня и президент, и все его окружение. Так а почему, В то же время если их 12 штук уже обнародованных, если французы выкатят свой мирный план, то нам станет сложнее. Плюс еще один чей-то мирный не план. совсем так. Мирных планов 12, но ни одного нет из среды наших союзников. Пока создается впечатление, что Европа и США и все остальные наши союзники поддерживают наш подход. Но как только появится в их среде хотя бы любой свой мирный план, тогда возникнет дилемма, что у Запада уже есть два подхода. Не только 10 шагов Зеленского, но еще, я не знаю, там 25 шагов Макрона. Понимаете? И мы начнет в этой части ослабевать наша позиция, нам начнет сложнее лоббировать ее через международные организации. И поэтому вот одна из задач нашей дипломатии последних года, наверное, а скоро уже, кстати, будет 500 дней войны, 10 июля. И одной из задач этой дипломатии было недопущение возникновения публичной плоскости мирных планов из среды наших союзников. И риторика о том, что мы не примем что-либо иное, кроме вывода российских войск из наших территорий, это риторика, направленная на них, на союзников, ничего не предлагаете. Ну а если вы предлагаете что-то такое же, то для чего вы вообще предлагаете, понимаешь? Понимаете, Александр? То есть если вы предлагаете другую модель, она не будет работать, потому что мы ее не воспримем. Если вы предлагаете похожую модель, тогда для чего вы ее и вообще предлагаете? И эта риторика, направленная внутрь страны, потому что внутри страны тоже все не очень хорошо. Намечается, я бы не сказал бы там запрос на окончание войны или на мир. Нет, намечается политический запрос на перемены. С одной стороны, команда оппонентов власти активно качает зраду, кто сдал Чонгар, кто сдал северные области Украины и т.д. и т.п. И это заявление тоже Ермака для западных медиа, это успокойтесь, мы ничего сдавать не будем и не собираемся ничем, ни капли уступать. Представьте себе, что в такой ситуации, на фоне этой масштабной критики со стороны оппонентов внутри украинского общества, команда Зеленского согласилась на какой-то компромисс
сразу ей скажут, так они к этому изначально вели. Они сначала сдавали территорию Украины, чтобы потом Россия могла их зафиксировать, захватить. Поэтому это сообщение этой части аудитории. Ну и это, конечно, внешний сигнал, внутренний сигнал, и это высокая ставка для переговоров. Хотя, если вы откроете 10 шагов президента Зеленского, то вы увидите, что там вывод войск и все остальное далеко не первые пункты для переговоров. То есть, если даже брать за основу мирный план президента Зеленского, то до вывода войск, до выплаты компенсации и наказания военных преступников надо сделать еще много шагов. Тут очень интересная история, закулисье бурлит миром. И я думаю, что после окончания украинского контрнаступления, которое даже формально закончится к середине осени, в военном плане оно может закончиться еще раньше, мы столкнемся с массой, с одной стороны, предложений, а с другой стороны, с массой, серьезным усиливающимся давлением на Украину в части все же начала какого-то политического диалога с посредниками, через посредников, прямого диалога, непрямого диалога. И все это предчувствуют, и мы видим смену атмосферы вот этой информационной вокруг. Руслан, а что с контрнаступлением, или, как правильно говорить, наступлением вооруженных сил Украины? Сегодня Анна Маляр сказала, 2 недели как наступаем, 8 населенных пунктов освободили. Приходят там из Пятихаток видео с бойцами, ну и другие населенные пункты перечисляются на южном направлении. Мы видим, как идут обстрелы, ну вот, глубины, да, противника, имеется в виду там прилеты на юге, прилеты там в Волновахе, давно не было сообщений вообще об этом населенном пункте. То есть идет, скажем так, ну такая длинная рука работает. Соответственно, то же самое демонстрирует Российская Федерация, тоже идут обстрелы, попытки как бы бить по тылам, по резервам. Вместе с этим определенные успехи есть, но они какие-то, даже вот в западной прессе, какие-то тут описания их достаточно, ну, не оптимистичное, что ли. Какое-то такое грустное наступление получается. Не совсем не так все весело и радужно, как было с Херсоном и там, тем более Харьковской областью, когда там буквально несколько дней и сразу пачками населенные пункты за населенными пунктами переходили под контроль ВСУ. На ваш взгляд, вот если вот эта динамика, она сохраняется, то получается, что до конца, ну там до середины осени ВСУ наступает, 2 недели 8 населенных пунктов, перемножаем на количество населенных пунктов, примерно такое число и получаем? Нет, просто в войне так не работает, такая логика не работает. Мы понимаем, что любое контрнаступление – это изначально очень зажесточенные бои на линиях обороны, и потом это или затихание в силу исчерпания резервов, или прорыв линии, как это было в Харьковской области, и быстрое освобождение оккупированных территорий, или это контрнаступление противника, как было на Курской дуге. Напомню вам, что Курская дуга началась с масштабного наступления немецких войск, которое продолжалось несколько недель, а потом, когда оно иссякло, истощилось, был получен удар. И тут разные варианты существуют. Поэтому в контрнаступлении, особенно в нынешней ситуации, мы должны понимать, что часть войск всегда держится еще и в резерве для отражения контрударов противника, потому что они возможны. Не идет, и как я вам говорил, оно идет с начала июня. Мы начали его признавать, потому что есть какие-то успехи, то есть есть освобожденные населенные пункты, есть деоккупированные территории, поэтому мы его признаем сегодня. Если бы этого не случилось, то мы бы его и не признавали. Но признание Маляр этого контрнаступления и означает, что потом сказать, что его не было, мы уже не сможем. Даже если оно будет не получится в полной мере, мы сказать, что оно не было, не можем. Спрогнозировать результат этого контрнаступления еще тоже невозможно. Почему? Потому что оно находится в начальной фазе. Ключевые резервы не введены в бой. Хочу вам напомнить, что до освобождения Харьковской области было и до освобождения удачное контрнаступление на севере Херсонской области. Белопольский район и остальные, освобождена была незначительная территория, потери были огромные.
И потом, только после наступления на том направлении, не очень успешного наступления Украины, были переброшены резервы на левобережье, на Харьковскую область, и там был достигнут успех. А потом уже высвобожденные резервы на Харьковской области были обратно частично переброшены на Херсонский фронт, усилено давление на российские войска и освобожден Херсон. Поэтому мы должны понимать, что на нынешней фазе пока сложно говорить полноценно о перспективах этого контрнаступления. Но стало понятно, что ситуация развивается очень тяжело, что противник окопался и хорошо подготовлен. Завышенные ожидания внутри украинского общества и у западных партнеров, моменты недоумения, отсутствие там каких-то больших результатов. Но, несмотря на незначительные результаты непосредственно в территориальном плане, мы должны понимать, что сейчас это контрнаступление пожирает огромные ресурсы. Российские и украинские одновременно огромные ресурсы. Параллельно наносятся очень активные удары в глубину фронта, штабы, склады боеприпасов. И в любой момент вот эта такая хрупкая стабильность фронта может быть нарушена. В любой момент на каком-то направлении может начаться Харьковский обвал. Поэтому пока что сложно говорить. Сказать, чем закончится контрнаступление, я думаю, что мы с вами сможем приблизительно через 2-4 недели уже будет просматриваться тренд. Условно говоря, кто приобрел тактическое преимущество, кто быстрее и больше потерял ресурсов, куда движется ситуация. Пока оно находится в начальной фазе, очень тяжелым, кровавым, затратным способом мы пытаемся выявить слабые позиции в российской обороне. Конечно, чем дольше будет длиться эта фаза, тем больше будет скептических публикаций на Западе. Тем больше будет недоумений в украинском обществе, и для украинской власти всегда существует риск того, что оппоненты внутри будут переключать вот это ожидание отсутствия результатов в зраду. Будут говорить, у нас не получилось, потому что, плохо подготовились, предатели сидят где-то там, которые сливают наши штабы, наши планы, поэтому у нас не получается. Как я вам говорил еще до начала этих контрнаступлений, контрнаступление это очень опасный такой инструмент и по-своему политический рубикон для Украины. Успех этого контрнаступления означает одну Украину, один набор политических игроков, одно определенное место ее в глобальной иерархии. Неуспех означает абсолютно противоположный сценарий. Средину здесь будет очень тяжело найти. Даже если просто все останутся на своих местах, условно говоря, то с политической точки зрения, с военно-политической точки зрения будут происходить переломы в сознании, в осмыслении ситуации. Один аспект из таких подобных публикаций, Нью-Йорк Таймс пишет, что Запад не поставил Украине часть обещанного, и по данным издания, с февраля 2022 года и до конца прошлого года Киев передал компаниям-поставщикам более 800 миллионов на контракты, которые оказались полностью или частично неисполненными. Соответственно, отмечает издание, что лучшее качество вооружений, около 30% в среднем в любой момент времени находится на ремонте. То есть, о чем это? Это вот об этом объеме, когда говорят, что Украину заваливают оружием, на практике, вот на земле, получается несколько иначе. И, соответственно, мы вот по этому объему и по заявлениям тех же западных лидеров, что мы дали Украине все, но на треть меньше, потому что с интенсификацией боев понятно, что усиливается, убыль. Я не знаю, откуда у вас эти данные. Официальные представители НАТО заявляли, что нам выделили 98% того, что мы хотели. Многократно. Вот мы вам дали все, а теперь ваша уже вина или ваше достижение, как вы этим распорядитесь. И на вас лежит ответственность за то, чем это все закончится. Мы вам дали все, что вы практически хотели, 98%. Что вы еще хотите? Я, конечно, это с юмором таким немножечко грустным говорю, потому что заявки, конечно, у нас были большие, намного больше.
Согласована была лишь часть заявок. И выполнены даже эти согласованные заявки не полностью. Более того, я тоже уже вам говорил, что по нашей оценке расчетам, по подписанным контрактам, становилось понятно, что только во второй половине июля Украина получит большую часть или доминирующую часть военных поставок со стороны западных партнеров. То есть где еще челленджеры, где Абрамсы? Мы же только о леопардах говорим, понимаете? То видео с челленджерами, которые есть, пишут, что это из Эстонии челленджеры. Они по эстонских полях ездят, а не по украинским. Мы еще не получили, мы не вышли на пик поставок. Но политическая ситуация, скорее всего, требовала уже начала контрнаступления. Правда, тоже надо понимать, что время играло бы и на Россию, поскольку дать России паузу после Бахмута означало бы тоже дать им возможность дополнительно укрепиться. Скорее всего, Россия тоже планирует свое контрнаступление на наше наступление, которое может начаться уже где-то с середины августа на определенных участках фронта, и с этим будет связано возвращение ЧВК «Вагнер» в бой. На линию фронта, мы понимаем, объявлено, что они вернутся в августе, и этот резерв как раз российского наступления, штурмовые войска, я не удивлюсь, если они будут брошены в какую-то городскую агломерацию, брать какие-то города в очередной раз, в чем у них уже есть сегодня опыт. Те публикации, которые появляются сейчас на Западе, ну, во-первых, если это действительно так, то этот сценарий необходимо было прогнозировать, потому что я как-то говорил вам, что Тайвань имеет задержку по поставкам вооружений по некоторым направлениям в 3-5 лет оплаченные контракты. Израиль ситуация была то же самое. Очень часто в силу большой загрузки и коммерческой составляющей военно-промышленного комплекса, когда мощности поддерживались на том уровне, на каком они были окупны, а не каком требовало государственный, например, интерес в США. И в силу этого традиционно большие поставки американских вооружений всегда задерживаются. И задержки в годах идут. В годах. И мы тоже здесь должны были рассчитывать на этот сценарий. Кроме того, если это происходит, то надо понимать, что надо еще расследовать коррупционную составляющую. Нет ли там коррупционной составляющей? Нет ли там какого-то сговора, неэффективных издержек? Вообще будет ли это все поставлено? Сегодня наши военные говорят, что вообще, имея и управляя 20 видами, больше 20 видами бронетехники только, то есть нам все сложнее и сложнее обеспечивать обслуживание этого всего дела. У нас танков 7 или 8 видов, разных моделей. Это только основных, я не считаю разными моделями, там, условно говоря, Т-64 или Т-72. Хотя это разные очень, это очень разные танки. Или Т-80. А у нас только танков, говорю, 7 или 8 видов. Бронетранспортеров около десятка видов. Все это требует очень специфического обслуживания, очень специфического подготовки персонала. Всюду разные наборы инструментов, масла, компетенции, понимаете? То есть мы сегодня воюем, не знаю, как табором этого вооружения. Отсутствие унификации этих вооружений приводит к тому, что их эффективность их использования падает, снижается, потери возрастают. Потому что под каждый тип вооружения нужны свои подготовленные кадры, инженерные, обслуживающие, управленческие кадры. И поэтому понятно, почему мы просим леопарды или F-16. Мы надеемся в будущем перейти только на леопарды или только на F-16 и унифицировать все это. Но сейчас воевать этим конгломератом, не знаю, этим салатом, винегретом сложно. Сложно очень. Причем даже с управленческой точки зрения люди, командиры, которые занимают, непосредственно идут боевые действия, разные ТТХ этих всех средств. Тактика – это технические характеристики. И даже для управления всем этим сложно. Надо учитывать разные факторы, разные условия, в которых эта техника та эффективна, та неэффективна. Этим обусловлены потери французских танков сейчас. Этим обусловлены большие потери Брэдли, которые мы наблюдаем.
Очень сложно, это объективная сложность. Я не знаю любой другой армии в мире, которая бы управляла бы, воевала бы этим набором вооружений более эффективно, нежели украинская, но даже для нас очень сложно. И из-за этого у нас издержки намного будет больше по этим направлениям. Тут тоже большие проблемы. Но проблема с точки зрения политической, проблема состоит в том, что если не будет позитивного тренда на линии фронта, тогда будут переформатироваться политические устои и политические принципы, на котором происходит анализ ситуации. А любые политические изменения, вот 500 дней войны, в которых мы живем, мы находились в одном тренде. Мы находились в тренде мобилизации, отражения вооруженной агрессии, консолидации западной помощи, формирования международной коалиции. И любой наш неуспех будет означать, что все эти уровни, на которых мы находились, все эти столбы, на которых мы стояли, они будут переформатироваться. И мы даже не понимаем глубины возможных этих изменений сегодня. Сегодня встретился Си Цзиньпин и Блинкен. Причем эта встреча носила достаточно положительный информационный посыл. Но когда посмотреть в детали, по крайней мере, как сообщают, да, из Китая, что там 35 минут длилась эта встреча, со 45 минут только стало известно, что она вообще состоится, и список встреч Блинкена, так никогда не было. Я, по крайней мере, не припомню, чтобы так было, что заранее, когда там вылетает Блинкен, у него нет списка его встреч, да, вот программы визита. Вот это было в Китае. Но, тем не менее, вроде бы как США не признают независимость Тайваня, там все очень так в позитивном ключе, вроде бы о чем-то договорились, но что можно было успеть, о чем глобальном успеть договориться за 35 минут, возникает вопрос, и это прям сложно. Из которых 25 минут переводили с китайского, наверное. По всей видимости. Мы-то смотрели и смотрим на эту встречу как на нечто, определяющее с точки зрения, что будет дальше с российско-украинской войной. Но у меня возникают прям такие очень серьезные сомнения, что вообще говорили ли слово «Украина» на этой встрече? Я думаю, что слово «Украина» говорили, но о каких-либо договоренностях или начала формирования каких-то договоренностей речь не идет. Судя по заявлениям сторон, я посмотрел итоговые заявления сторон, а все остались при своем. США не признают независимость от Тайваня, но не отказываются от поставки на территорию Китая своих вооружений. Вдумайтесь, то есть, если это часть Китая, то кому тогда США поставляют вооружение? Не отказываются от этого всего дела. Китай склонен к диалогу и нормализации отношений с США, не собирается создавать кризисы или какие-то риски для американских интересов, но не отказывается от расширения зон своего влияния, от своих целей и принципов многополярного мира. То есть такое впечатление, что люди встретились, потом снова сказали то, что должны были сказать. Конечно, сама встреча, она была попыткой разрядки, но пока разрядка между США и Китаем невозможна. А более того, китайцы не видят смысла особенного сегодня говорить с Блинкеном, Байденом и остальными. Формально они... Байдену просили передать привет. Да, только привет. Они смотрят на нынешнюю администрацию США как на хромых уток. Как на администрацию, которой работать осталось, по большому счету, максимум 1,5 года. И в Китае ожидают выборов американских, нового, возможно, президента. Даже если переизберется Байден, тогда с ним начнут говорить серьезно. И если Байден снова не захочет говорить серьезно, снова китайцы подождут еще 4 года. Они могут ждать еще 4, еще 8 лет, еще 12. Дальше проводя свою политику. Китай на наших глазах трансформировался с внешнеэкономического гегемона во внешнеполитического гегемона. И он теперь выстраивает свою политику без учета интересов США. Без учета. Там, где эти интересы пересекаются, там начинаются переговоры.
Но пока они не пересекаются, Китай не смотрит в сторону США вообще и не учитывает пожелания США. Это серьезное изменение внешней политики, глобальной архитектуры, которая в полной мере проявится, я думаю, в ближайших лет 10. Не быстро, не завтра, не в следующем году. Но в ближайших лет 10 мы увидим ощущение этой политики. Уже сегодня, понимая это ощущение со стороны Китая, таким же себя образом начинают вести страны на Ближнем Востоке, Турция, та же прекрасная Индия, которая, с одной стороны, там, дружит с США, но с другой стороны, в 18 раз наращивает покупку энергоносителей из России. То есть мир начинает все больше и больше жить без учета интересов, при планировании своих действий со стороны самого большого и сильного государства в мире, которым сегодня является США. Вот поэтому формально, для того, чтобы не упускать еще ниже этот градус отношений, не провоцировать какой-то политический явный конфликт, Китай будет общаться с США. И я не исключаю даже встречи или переговоров Си Цзиньпина с Байденом. Но эта встреча нужна Байдену сегодня, а не Си Цзиньпину. Она нужна Байдену, чтобы показать внутри американского общества, что вот мы на что-то влияем, ведем переговоры. Полтора года и новую администрацию. Да, такая себе перспективка, но непонятен, ну, тогда какой-то прогресс по китайскому мирному плану, по другим... А его нет, этого мирного плана еще. Его еще нет. Напомню, был документ, который называется «Китайская позиция». Китайский мирный план проживет 4 стадии. Сейчас это китайская позиция, потом будут китайские предложения, то есть будут уже вещи, очень широкие концептуальные позиции, уже адаптированы больше к Украине. Потом будет мирный план, то есть если это все будет проходить, потом будет мирный план, а потом будет принуждение к выполнению мирного плана. Попытки принуждения к выполнению мирного плана. Но мы сегодня находимся только на первой фазе этого всего процесса. Китай высказал свою позицию, собрал мировое мнение по этому вопросу, собрал лавры миротворца по этому вопросу, особенно на фоне Запада, который так и не предложил своего мирного плана до сих пор. 500 дней войны, у США своего мирного плана, походу, нет. И Китай дальше просто ждет, пока стороны созреют, устанут достаточно или созреют достаточно для того, чтобы говорить, для того, чтобы договариваться. Все прекрасно понимают, что любая война закончится переговорами, и Китай готовится к этим переговорам сегодня. Правда, переговоры тоже бывают двух типов. Переговоры бывают в части поиска компромисса, и переговоры бывают о капитуляции. Китай устроит и первый, и второй вариант. В любом случае они в этой ситуации выигрывают. Сама же вот ситуация вокруг Украины в этой части, она может быть сгенерирована внешними игроками, что пока что маловероятно, потому что Китаю, США, России и другими игроками надо договориться между собой и о мирном плане. Вот только тогда он будет иметь шансы на реализацию в Украине. Если хотя бы один из этой тройки будет выпадать, ну, может быть, 3,5, еще Европу надо вспомнить, потому что она за это заплатит деньгами. За мир в Украине, а потом за это заплатит деньгами. То он не будет реализован, будет ситуация Минских соглашений. Или эти инициативы мирные должны быть генерированы изнутри Украины. И ответственность за будущую модель мира должен взять на себя президент Украины. Тогда его кто-то поддержит, кто-то не поддержит, но тогда будет всем глобальным игрокам легче. Потому что это уже не будет план китайский там, или американский, а это будет план украинский. И Украина, которая выступает, является главной, не знаю, жертвой в этой войне, главным заинтересантом в мире, выступая с любым мирным планом, ее позиция будет легче восприниматься и более активно поддерживаться другими геополитическими игроками. Конечно, этот мирный план, если он хочет, чтобы он был реализован, необходимо, чтобы он был компромиссен, чтобы там что-то было и остальным, всем остальным участникам
Ну, Если в он не медиаполе предусмотрен... уже там чувствуется этот компромисс. У нас там демонстрируют интервью экс-полковника, ну или подполковника ГУР, который говорит, что там часть Донбасса, Крым, мы не факт, что заберем и освободим все, и что на этих как бы моментах придется пожертвовать частью территории. Причем самое интересное, что за такие формулировки в интервью, ну, статья, но не экс-полковнику ГУР. Ну, мы же не знаем, может быть, его еще ждет вот что-то вот такое приблизительно. Смотрите, дело в том, что мы можем не признавать оккупированных территорий. Но мы должны понимать, что мы не признавать факта оккупации, мы никому ничего не отдаем формально. Но дело в том, что остановка войны, прекращение войны в Украине, что означает? Что в Украине открывается дорога в ЕС и в НАТО. Понимаете, пока идет война, мы туда зайти не можем. То есть само прекращение войны открывает дорогу к гарантиям безопасности, гарантиям восстановления, ну и какой-то нормальной жизни. Поэтому тут очень есть серьезный мотивирующий фактор. На фоне того, что Запад говорит, что до конца войны вы никуда не вступите, подталкивая нас на самом деле к этому, неформально подталкивая, вот, ищите модель, думайте как, вот тогда мы вас возьмем. Я уже молчу о том, что прекращение войны и грамотность с политическим решением прекращения войны, оно позволило бы перезапустить полноценно страну. Я уже не говорю о том, что те, кто люди сейчас выступают с таких ультра бескомпромиссных позиций, они не могут ответить дать ответ на вопрос, а что завтра? Вот что завтра? Вот какой будет наша страна через 3 года войны, если она продолжится? Через 5 лет войны, если она продолжится? Через 10? Были же у нас длинные очень войны. Кто тут будет жить? Какое тут будет население? Останется ли тут не сбежавшая еще от военкомата молодежь? Какая тут будет экономика? Какой будет правовой режим? Будет ли здесь демократия и политическая конкуренция? Или она, в принципе, станет невозможной из-за необходимости консолидации всех государственных ресурсов только на обороне? Что останется с инфраструктуры? Сколько дамб и станций у нас будет разрушено за это время? Еще продолжение этой войны. Как дальше? Ну да. Сколько будут еще... Ну, это, конечно, ужасно, и там ужасная гипербола, да, но одно дело в Одесской области, когда при задержании мобилизуемого представитель военкомата стреляет в воздух, а может, ну, дойдет ли до того, что придется там на поражение стрелять, то есть, ну, тоже как бы нужно понимать, что происходит вот в этом ключе. Ну, в России тоже уже идет такое переосмысление. Вот если посмотреть встречу Путина с военкорами, она была очень примечательной. То есть вот это закохтиться, не идти дальше. Факт признавания существования самой Украины это сквозило в выступлениях России. Россия тоже выдохлась в какой-то момент. Россия тоже понимает, что она не может достигнуть военным путем своих целей сегодня. Но, кстати, если говорить о времени, условно говоря, если даже перемирие, скорее всего, играло бы на руку Украине больше, чем России. Вот если говорить серьезно об этом. Так же, как и 8 лет войны с 14 по 22 год тоже сыграли больше на руку Украине, нежели России. Почему? Потому что любое перемирие или мир означает, что Украина сохраняет доступ к военным поставкам, финансированию, восстановлению всего западного мира. То есть она продолжает прогрессировать, ну, как минимум в военном ключе. Не знаю, как вот в экономическом это будет очень сложно. То есть, но она продолжает прогрессировать. Ведь нам не откажут в поставках вооружений после этого. И тем более, что многие контракты заключены на многие годы. А Россия продолжает находиться под санкциями. С очень сокращенным бюджетом, с потерей многих энергетических рынков. Поэтому, если говорить о даже перемирии, то любое перемирие или мир играют, скорее всего, потенциально, стратегически на руку Украине. Так возникает вопрос, о каком стратегически может идти речь, когда, ну, условно, в следующем году выборы, да? Когда вот предвыборный год следующий в США. Другой вопрос, на самом деле, самый важный. Возникает вопрос внутренний. То есть
Наши лидеры сегодня не готовы, боятся от оппонентов получить в лицо то, что вы потеряли, там, не знаю, юг Украины. Они получить обратку, когда там Турчинову и команде Порошенко рассказывали, что они потеряли Крым и Донбасс, они боятся получить этот вопрос уже от других своих оппонентов или от тех же самых. Поэтому тут с точки зрения стратегической, военной, время на руку играет Украина. Если не допустить ситуации к ядерному столкновению, потому что любое применение ядерного оружия кардинально перекроит карты и балансы. Но если говорить с политической точки зрения, то репутация и будущее многих украинских политиков поставлены на кон сегодня. Ну, Руслан, понимаете, тут как бы тоже есть такой очень интересный момент. Ведь если условное перемирие или там заморозка или ну какой-то из этих сценариев, когда какие-то военные, какие-то, да, подпишут друг с другом прекращение огня, то тут тоже момент, что мы получим линию фронта и нечто ситуацию похожую на Донбасс вот все эти там 8 лет. Но тут другой ведь аспект, ну, он очень важный, гуманитарный. А что с пунктами перехода? А есть ли какая-то коммуникация с людьми по ту сторону? Он очень важен, исходя из того, что ну, Россия четко заявляет, говорит, мы будем в оккупированных территориях проводить выборы российской власти 10 сентября. И причем это 10 сентября, я так понимаю, как-то выносится, ну вот, как какая-то реперная точка. У нас тут реперную точку, там, ну или какой-то там пункт, да, точка, да, какая-то, этот саммит в Вильнюсе, там, чего нам ждать. А у россиян вот 10 сентября, смотрите, у нас выборы. На каких территориях? Ну, в Пятихатках, не знаю, вряд ли будут выборы. Там, что там осталось от этих Пятихаток, которые освободили? Там и до войны было 300 человек населения, и, скорее всего, намного меньше. Там небольшой населенный пункт. Как бы вам на это ответить, чтобы было правильно? Ну, вы можете неправильно ответить. Неправильно я не могу ответить. Смотрите, я просто так маленькими штришками, но описывал вам ситуацию. Запад говорит, мы дали вам все вооружение. Дальше за будущее свое в военном плане вы отвечаете самостоятельно. Мы риски вашего поражения не берем на себя. Но если вы выиграете, то это благодаря нам, потому что вам дали 98% вооружения. Хотя программа Ленд-Лиза так и не началась. Чтобы вы понимали, американская программа Ленд-Лиза сегодня так и не началась. Запад, ЕС, НАТО нам говорят, мы вас примем после войны. Россия говорит, мы готовы остановиться. Ну, или дает сигналы, что мы готовы остановиться. Мы готовы принять, там, рассуждать китайский план, даже африканский план. Но мы готовы на какое-то перемирие, остановку. Китай говорит, мы подождем выборов в США, пока поменяется администрация, которая и начинала войну. Ну, с самого первых дней в войне находится. И тогда уже попытаемся сформировать новый геополитический баланс между собой и США. Если получится, не получится, еще подождем 4 года. Мы будем ждать столько, сколько будет надо, потому что США зависит от исхода войны в Украину, и мы можем тут руководить. Через Россию мы можем управлять войной. Дать там больше техники чеченцам каким-нибудь, чтобы они там захватили какой-то город, создали влияние на американские выборы. То есть и будем каждой американской администрации управлять этой войной, пока она идет, эта война. Понимаете? Не только администрации Байдена. Будет ждать более сговорчивых ребят, тем более мы считаем, что в принципе внутренний кризис США, раскол внутренний, как говорят китайцы, он приведет к ослаблению этого государства в будущем. Мы делаем ставку на саммит Вильнюс, хотя сам по себе этот саммит в Вильнюсе уже пустой, становится понятно. Потому что вступление в НАТО мы не получим, а получим какой-то компенсационный пакет. Или, возможно, какие-то очень слабые гарантии безопасности, или декларация о том, что Украину примут в НАТО после войны, там, возможно, без ПДЧ. То есть будет какой-то компенсационный пакет,
который все же будет несопоставим с полноценными гарантиями безопасности, тем более с полноценным членством в НАТО. То, что мы раньше предлагали, давайте вступать в НАТО без 5-й статьи, например, мы предлагали, офису предлагали, всем предлагали. Эти модели не выбирались. То есть синицу в руке никто не хотел, хотели журавля в небе. Россия собирается провести выборы на этой территории для того, чтобы их интегрировать, полноценно интегрировать в российское политическое и правовое поле. Ведь ценность этих выборов в том, что, во-первых, в них примут участие все российские политические партии. Никто потом не скажет, что нас там заставили раз в Госдуме проголосовать за аннексию территорий, а потом мы не хотели, ничего не делали. Нет, все примут участие в этих выборах. Ну, всех Во-вторых, замажут, в этих выборах замажут абсолютно. Во-вторых, в этих выборах будут эти выборы сформируют новое подобие местных элит. Частично из российских кадров, частично из команды Януковича, бывших, а частично из местных. Будут же выбирать главы сельсоветов, местные депутаты разных уровней. То есть формируется своя прослойка в десятки тысяч людей, замазанных уже по полной, многие из которых живут на этом месте. Более того, будут еще голосовавшие. Ну, качество этих выборов, конечно, в таких условиях, оно даже тут не о чем говорить, но все равно будут какие-то голосовавшие, которые придут и проголосуют. И в дополнение к так званым референдумам, которые проводились на этих территориях, люди еще раз вмажутся, проголосовав на те выборы. Будут списки голосовавших. Мы понимаем, что те, кто не придут голосовать, на них усилится давление, пройдет то, что произошло в свое время в Донбассе, ускорится вымывание проукраинского населения или нелояльного России, и ускорится поглощение этого региона в состав России. В чем примечательно, что Россия не ждет освобождения, в кавычках, Запорожья или Херсона, а проводит выборы, так называемые выборы, там прямо сейчас. Обратите внимание, тоже интересный факт для анализа. И вот в этой всей осень, когда контрнаступление закончится в любом случае. И когда перед президентом Зеленским, перед ним персонально, будет лежать набор очень сложных решений. Куда дальше мы движемся? Мы готовим новое наступление, ну, хотя и это наступление правильно с военной точки зрения называть именно наступлением. Это не контрнаступление, это именно наступление. Или мы вкатываемся в какой-то переговорный процесс, необходимо менять внутреннюю повестку дня, необходимо перезапускать политические процессы, необходимо готовиться к выборам, а не к каким-то военным процессам. Ну, смотрите, какая история. По поводу того, что внутри происходит Украины, ну, очень какой-то прям, ну, такой нездорово плотный поток новостей о коррупции, о том, что украли, а вот здесь обманули, а вот, ну, с одной стороны, понятно, там, украли гуманитарные грузы, даже во Львове, да, нашли криптоферму в лесничестве, которая там, лесхоз, грубо говоря, ну, скажем так, немножко ущерб нанесла на 1,5 миллиона гривен по электричеству. Ну, бог с ним, да, там нелегальная криптоферма, электричества просто не было в районе, да, частые отключения. Все думали, Россия, энергосистема. Нет, просто в лесхозе стояла криптоферма и брала. У нас в Украине есть электроэнергетические заводы, металлургические заводы, главной продукцией которых является биткоин. Ну, если заводом металлургическим можно, то и лесникам почему бы и нет. То есть, нет, да. Ну, понимаете, просто очень большой поток новостей именно с как бы грифом «украли», «взятку дали», что-то. С одной стороны, оппозиция шевелится. Я вам говорил, что раньше, что осенью оппозиция будет ставить тоже вопрос перед президентом. То есть, или если нет выборов, тогда давайте делить власть. Потому что у вас там бардак, хаос, коррупция, и вы этим управляете самостоятельно. Мы хотели бы быть не только в теме, но и в деле. Давайте, ну это так мы с вами говорим, публично это будет звучать, давайте формировать там коалицию всеукраинского единства для того, чтобы вместе дальше бороться, вести страну к победе и всему остальному.
потому что ваш мандат уже заканчивается, или ваш мандат уже закончен в этой части. А во-вторых, нарастает усталость. И извне, и внутри украинского общества нарастает конкуренция за финансовые потоки. И все это прорывается к тому, что если вы сейчас, вот я говорил недавно с журналистом одного американского большого медиа, то есть если публикуется материал о украинском контрнаступлении, условно говоря, и он такой победный, он плохо читается. А если вы публикуете такой материал о контрнаступлении с какими-то критическими стрелами, о том, что не получается, не работает, все остальное, он намного лучше читается. Вот этот маятник начинает, ну, не то что в другую сторону, но он уже достиг какого-то равновесия, когда информационная среда наелась одного и хочет уже другого чего-то. Не обязательно правильного, а просто чего-то другого. И, конечно, это будет проявляться в такого рода разных публикаций, расследований, коррупционных обвинений, в волне информационных атак. Кроме того, информационную войну против Украины, конечно, ведет и Россия, которая использует западные медиа активно. Многие западные медиа спокойно продаются, мы это прекрасно понимаем. Как бы, ну, и вот все этот груз накапливается. Об одном эпизоде я хотел бы медийном тоже узнать ваше мнение. Путин в комментариях по поводу лично Зеленского упоминал его национальность, сказал, что он позор еврейского народа. Там были комментарии там, от главного раввина Украины, еще вот как бы вот в поддержку президента. Но тут состоялся очень интересный такой вот эпизод. Вот буквально, скажем так, украинский посол в Израиле заявил, что если официально Израиль не даст комментарий по поводу заявления Путина, то визит Елены Зеленской, первой леди, в Израиль может не состояться. Сегодня приходит информация, ну, нам сообщение об официальной позиции официального Израиля. МИД Израиля был, как бы, ну, он отказался комментировать журналистам это заявление. Но визит есть. И сегодня сообщают, что Елена Зеленская в Израиле. Что это за еврейская карта? И, соответственно, что означают вот эти, ну, скажем так, условия, ультиматумы? И, в конце концов, что мы видим в оконцовке? Ну, это не просто карта, есть проблемы. Помним многочисленные заявления посла Израиля в Украине по поводу героизации украинских прав во время Второй мировой. Они были очень резкими. До войны, то есть, ну, есть проблема. Почему Путин об этом говорит? То есть, потому что Путин нам пытается повлиять на израильское лобби внутри США, я думаю. Причем не израильское, еврейское лобби, вот так правильно будет сказать сегодня. Причем это лобби очень финансово могущественное и имеет очень серьезное влияние на военно-промышленный комплекс американский. Не зря Израиль был... И американо-израильское военное партнерство – это же не только о поддержке Израиля, это еще о формировании больших денег, о наиболее удобной схеме, с дому до дому, назовем эту схему так, в плане финансов. И вот Путин пытается повлиять, вбить это какой-то клин в поддержку Украины внутри американского, ну, израильского во вторую степень общества, внутри американского общества, внутри тех стран, где есть серьезные еврейские лобби. И мне кажется, что мы должны быть с этим очень аккуратны, потому понятно, что все антироссийское и антисоветское органично стало популярным в определенный момент у нас. После российского вторжения, да и то, но мы должны все-таки не переступать, мне кажется, эту грань. То, что касается там нацизма, мы должны понимать, что для всего нормального мира это безусловное зло. И вот все эти кресты на танках, вся эта символика, связанная с, там, не знаю, с мертвой головой, все это очень внимательно нашими заместителями руководителей бригад, батальонов должна вычищаться у военнослужащих. Чтобы ее не было публично. Ну так, а в тылу, Руслан, а в тылу, ну, я знаю, что вы как бы увлекаетесь футболом,
Где мемориальная доска с именами футболистов, которые матч смерти играли в 43-м году в оккупированном Киеве? Ну, вот советский, как бы, монумент, это Ну, мемориальная доска. Ну, вот нет ее, теперь сняли. не, меня, знаете, не столько волнует, что кому-то нет, даже сняли. Меня волнует, кому поставили. Потому что те люди, которые служили, приносили клятву нацизму или Гитлеру, они не могут все же, мне кажется, быть... Не могут, на их базе не может создаваться пантеон национальных героев. Это вот те, знаете, как... Есть такое определение, вот я его сейчас не могу точно вспомнить, вот эти, знаете, проклятые солдаты. Даже если они хотели независимость Украины, но служили в других войсках и режимах, которых осуждены всем миром. Мы должны помнить их, жалеть их. Но для пантеона героев есть у нас много более однозначные фигуры. То есть эти проклятые солдаты, они стали вот жертвами как раз того, что наш народ постоянно находился в молохе между Востоком и Западом, Севером и Югом. И очень сложно даже лучшим сынам нашего народа было выбрать свою сторону. Постоянно приходилось выбирать чужую чью-то сторону. Поэтому с этим надо очень осторожно, не подыгрывать российской пропаганде. Вся эта эстетика, вся должна зачищаться с военнослужащих государственного дискурса. Для чего там кресты на танках есть? Поставьте туда трезуб, нарисуйте на танке. У нас есть свои символы. Ну, крест, говорят, казацкий. Ну, это как бы да. Так что с Ну, Зеленской и с да. визитом, да? А с визитом Израиль просто проигнорировал, мы понимаем, что вот эти все требования, а мы отказаться от поддержки Израиля не можем, но мы видим, что Израиль тоже пытается это как-то компенсировать, вбрасывая в информационное пространство, скорее всего, именно Израиль это делая, тему о возможных поставках израильских танков. Меркав-2, Меркав-3, это, кроме того, между ними идет закулисные торги между Израилем и Россией очень серьезные, потому что Россия, укрепляя военное сотрудничество с Ираном и обещая или поставляя в Иран современные военные технологии, меняет баланс на Ближнем Востоке, ухудшает положение в части безопасности Израиля. В ответ на это Израиль показывает, что он готов более активно поддерживать Украину в военном плане. Беспилотники, системы ПВО, бронетехника, я думаю, до бронетехники пока не дойдет. Меркава уже очень специфический танк, очень тяжелый, специфический, ему будет очень тяжело в Украине, этому танку. Вот такая игра, и поэтому таким образом оказать давление на Израиль нам не удастся, с Израилем необходимо торговаться, Израилю необходимо предлагать что-то позитивное, для того, кроме того, необходимо решать исторические вопросы, заключать какие-то соглашения, меморандумы между нашими странами, делать совместные заявления для того, чтобы можно было рассчитывать на поддержку этого еврейского лобби в мире. Даже Путин его понимает важность, и видите, это не первый шаг, постоянно Россия апеллирует к этому еврейскому факту. Ну, тут как бы сложно, да. Ну, это отдельная вообще тема, да, вот это еврейское лобби, национальность президента и как это влияет вообще на ход боевых действий, политику, геополитику. Я предлагаю всем подписаться на Руслана Бортника. Сделать это можно в описании к этому видео. Есть ссылка на канал Руслана. Переходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Напишите, что вы думаете по этому вопросу. Ну и по другим, которые мы сегодня обсуждали. Зафиналить наш сегодняшний разговор я предлагаю Нарышкиным. Неожиданным его заявлением, причем, ну, понятно, это уже старая как бы реплика заявления, что готовится, ну, какая-то грязная бомба в Украине, да, и, ну, как бы там облавы были, что якобы компоненты грязной бомбы переправляли в Россию, чтобы там, мол, украинцы жахнули. В этом можно искать конспирологические версии, какие-то другие. И вот в продолжении вот своих вот этих заявлений он, ссылаясь на некие там западные оценки
наступления вооруженных сил Украины, вот из-за него может оказаться сама украинская государственность под угрозой. Здесь понятно, да, вот что это Нарышкин, почему он так говорит, но вот эта ссылка на какие-то западные оценки наступления вооруженных сил Украины, которые якобы там в случае неуспеха государственность ставят под угрозу. Понятно, что это тоже такой какой-то пас, мол, пауза, давайте остановимся, все как бы говорят о том, что можно остановиться, но вот Киев не останавливается. Но с другой стороны, есть ли такие риски угрозы государственности, если, извините, год назад, когда ситуация была гораздо сложнее, государственность удалось сохранить? Это традиционная российская риторика, но она может быть элементами подготовки к чему-то большему. Понимаете, в чем специфика грязной ядерной оружия? В чем специфика грязного ядерного оружия? Что его может слепить кто угодно. Что для того, чтобы создать такую бомбу, нет необходимости иметь доступ к технологиям ядерной бомбы. То есть кого угодно можно в этом обвинить. Ядерных материалов на нашей территории разбросана огромная масса, и как минимум 2 ядерными электростанциями контролировала Россия. Чернобыльскую и Запорожскую. Очень легко создать провокацию, когда ядерный материал, какое-то отработанное топливо, соединить с обыкновенной взрывчаткой и где-то подорвать. И сказать, мы же предупреждали, вот посмотрите. Это еще раз, еще одна такая попытка шантажировать, давить, показывать, что вот еще такой сценарий развития событий возможен. Если это взорвать такую ядерную бомбу, эффект вот военный от нее мизерный, вообще если будет он, это эффект. Но информационный и политический, плюс паника, которая будет экономическая и все остальное, огромный. Кроме того, применение такой тип применения ядерного оружия, это не ядерное оружие, это не оружие с ядерными материалами. Да, он является еще одной ступенькой к возможному применению тактического ядерного оружия. Это все элемент вот такой игры в шантаж, игры в давление со стороны Российской Федерации. О угрозе для украинской государственности Россия говорит с первых дней войны. Но в данном случае, наверное, речь еще идет о возможности применения ядерного оружия, и речь идет о том, что российские войска могут перейти в контрнаступление. Я не думаю, что этим кого-то сильно сегодня в Украине можно испугать, но это демонстрирует то, что находится в головах российской элиты, какие планы, возможно, идеи они сегодня вынашивают. Да, Руслан, спасибо вам большое за то, что поделились своим временем и, конечно, своими мыслями. Друзья, подписывайтесь, берегите себя, несмотря ни на что, берегите друг друга. Добра и света в каждый дом. Увидимся.